Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить с вами про хорошую архитектуру. Тема очень сложная, потому что, как вы знаете, критиковать всегда легче. И когда ты говоришь про плохую архитектуру, тут проблем нету. С хорошей архитектурой ситуация немного другая. Во-первых, в России проблемы с хорошей архитектурой. Даже в Москве набрать 10 зданий, которые, можно сказать, что это крутая архитектура, мы можем этой архитектурой гордиться, было для меня большой проблемой. Вся история с архитектурой у нас, по сути, закончилась после смерти Сталина. А на самом деле, если мы говорим про хорошую архитектуру, она закончилась в 30-х годах, когда ушла эпоха искусства авангарда и, собственно, конструктивизм. А конструктивизм это было самое яркое вообще событие в истории всей российской архитектуры на много веков, если мы с вами посмотрим. Россия дала миру в архитектурном плане только конструктивизм. Все остальное это было вторично, это было заимствование или переосмысление каких-то других стилей. На смену, собственно, конструктивизму пришел сначала так называемый сталинский ампир, тоталитарная архитектура, которая, на мой взгляд, не является чем-то шедевральным, хотя на сегодняшний день мы все любим этими сталинскими высотками, но это скорее не из-за качества архитектуры, а из-за богатства, из-за каких-то невероятных немасштабных размеров. Это как некое такое чудо, которое сотворил человек, и сегодня оно нас до сих пор восхищает. В принципе, на конструктивизме вот эту всю тему обрубили, а после Сталина пришел Хрущев, началась борьба с украшательством, во что она вылилась, вы знаете, вся страна была застроена одинаковыми панельными коробками, города безликие, серые, мало чем отличаются, при Брежневе тоже никаких всплесков не было. Ну а дальше 90-е, не мне вам рассказывать, что ничего хорошего там не было. Но тем не менее, я смог, невероятно приложив усилия, отобрать 10 зданий, которые считаю неплохими. Сразу скажу, когда эти здания появятся на этой доске, вы меня будете материть, ругать, многие из вас, спорить, потому что у всех есть на этот счет свое мнение. Для этого и нужны комментарии. На ютубе есть такая классная фишка, называется комментарий. Но есть одно условие. Мы с вами рассматриваем только здания, построенные с 2000 года. То есть архитектуру 21 века в Москве 10 лучших зданий. И у нас сегодня непростой выпуск. Реклама. У меня сегодня есть ассистент. Он сегодня в ролике, наконец-таки, я не один, я с другом. А друг у меня сегодня принтер Рика. Это японский принтер офисный, офигенная штука. Печатает вообще, как, я не знаю кто, документы, картинки, классный лазерный принтер. Наверное, лучшее сегодня предложение по соотношению цена-качество. Принтер крутой, все на передней панели, управление, дисплейчик. Отправлять на него можно через Wi-Fi, через USB, приложив вот телефон, есть через NFC технологию. Конечно, по проводу, в общем, все возможные технологии, просто удобно, тонеры есть повышенной емкости, которые не будут никогда вообще у вас практически кончаться. Классная штука, будет моим сегодняшним ассистентом помогать вам смотреть на хорошую архитектуру. Итак, поехали. 10 крутых зданий современных в Москве, мой список. Итак, первое здание это Dominion Tower. Заки Хадид — это офисный центр. Россия обычно не везет с реализацией проектов мировых звезд архитектуры, но есть несколько исключений. Одно из таких исключений — это, собственно, офисный центр по проекту Заки Хадид. Заха Хадид — это один из лучших в мире архитекторов. Практически все ее проекты гениальны. К сожалению, совсем недавно она умерла. И Москве очень повезло, что успели по ее проекту построить, знаете, единственное здание в России, построенное по ее проекту, не считая, еще есть частный дом, я говорю, общественные здания. Это 7-этажный офисный центр с паркингом, он облицован такими вот алюминиевыми панелями, они очень круто смотрятся в жизни, меняют цвет в зависимости от угла зрения и в зависимости от освещения. Задача девелопер, который поставил перед архитектором, была, чтобы через 50 лет здание не выглядело устаревшим. Ну, я думаю, оно через 50 лет устаревшим выглядеть не будет. В Москве очень повезло, что что-то по проекту Захи Хадид построили. Мы отдаем первое место этому офисному центру, а вы обязательно на Шарикоподшипниковскую улицу приезжайте и смотрите, что там построили. Второй проект — это жилой дом Купер Хаус.
Это, наверное, один из первых необычных домов в Москве, за которые не стыдно. Небольшой, аккуратный жилой комплекс. Автор его, архитектор замечательный наш Сергей Скуратов. Появился он на Бутиковском переулке в 2014 году. 14 лет назад. Это 3 кубических шестиэтажных объема, которые оторваны от земли таким большим цоколем. Дома облицованы панелями патинированной меди, которые имеют такой вот необычный зеленый цвет. Стоит напомнить, что дом стоит в самом центре Москвы. И это очень хороший пример, как можно грамотно вписать современную архитектуру в историческую среду. Будете в районе Остоженки, на Кропоткинской, обязательно посмотрите. 2-е место, Купер Хаус в нашем рейтинге. На 3-м месте у нас жилой комплекс Садовые кварталы. Особенность Садовых кварталов в том, что над этим комплексом поработало много архитекторов. Там список из десятков фамилий. Практически все отечественные звезды архитектуры что-то там проектировали. И это как раз очень крутой пример, когда в рамках одного жилого квартала, то, о чем я вам рассказываю, европейский подход, когда архитектура отдается разным архитекторам, как это делается во Франции, как это делается в Германии. И это получается очень живой, очень интересный квартал сам по себе. То есть, где каждое отдельное здание является таким небольшим памятником, ну не памятником, архитектурным событием, которое интересно рассматривать и изучать. Ну и в целом весь комплекс получается очень живым, интересным, поэтому Садовые кварталы мы ставим на 3-е место в нашем рейтинге. Приезжайте, смотрите, на территорию там попасть, к сожалению, нельзя, но внешне много красоты можно увидеть. 4-е место, ребята, у нас будет с вами Москва-Сити. По Москва-Сити неоднозначная ситуация. Я знаю, многие из вас этот комплекс ненавидят. И опять же, это большой комплекс, это не отдельное здание. Что же он делает у нас в рейтинге зданий? Ну, без Москва-Сити невозможно говорить о современной архитектуре Москвы, потому что, наверное, такая архитектурная доминанта, которая отовсюду видна. Там самые высокие московские небоскребы находятся. И самые громкие архитектурные события должны были произойти. Не все, к сожалению, произошли. Если помните, до кризиса 2008 года был классный проект Нормана Фостера «Башня Россия», который в итоге не построили. Кроме того, там построили много откровенно плохих зданий. Но, тем не менее, в Москва-Сити есть крутые здания, которыми город может гордиться. Мне можно 3 отметить. Да, вот, например, этот спиральный небоскреб, не помню, как он называется. Очень крутой комплекс «Город столиц», 2 башни, Capital Group, Москва и Санкт-Петербург. Ну и из последних это комплекс «Ока». Очень деликатный, красивый небоскреб. Ну, не знаю, бонусом можно отметить Федерацию. Мне она не очень нравится, но, наверное, такой один из символов Москва-Сити у нас получился. С точки зрения архитектуры от Москва-Сити никуда не уйдешь, поэтому Москва-Сити у нас остается на 4-м месте. Итак, на 5-м месте у нас здание Федерального арбитражного суда. Об этом проекте мало кто знает, так как оно спрятано внутри квартала за метро Новослободская. И еще больше люди удивляются, когда вообще узнают, что это такое. Оказывается, друзья, это здание суда. Стеклянный такой гигант на Селезневской улице. И он должен был сформировать как раз новый образ российского суда. Открытого и прозрачного, поэтому справедливого. Я не знаю, честно, что вот это здание там сформировало, какой образ, но тем не менее, это, наверное, лучшее вообще административное здание в России, которое было построено за всю новую историю. Ничего лучше я не видел. Красивая, белая, стильная на Селезневской улице. Будете на метро Новослободской, обязательно посмотрите арбитражный суд. Очень круто. Прошло больше 10 лет. Суд не стал у нас честным и открытым, как хотели архитекторы сделать, но здание у них крутое. 6-е место у нас занимает новый офис телеканала НТВ. Я сам про это здание недавно узнал. Опять же, оно находится в районе Останкино. Мало кто про него знает. Вот так вот оно выглядит. Но здание крутое. Если у НТВ есть что-то хорошее, то это их офис. Здание проектировали датчане. Оно вот буквально год назад было сдано. Сделали его неплохо. Такая же история получилась, как с судом. Суд находится в прекрасном здании. НТВ находится в прекрасном здании. Но, тем не менее, на их репутацию это никак не влияет. 6-е место. Здание телеканала НТВ. Дальше у нас Белая площадь. Находится на метро Белорусская. Это одно из немногих современных зданий, которое, по-моему, нравится вообще всем. Построили его 12 лет назад по проекту АБД. Офисные здания занимают весь квартал.
при этом сделаны очень деликатно. На участке находится знаменитая церковь Николы Чудотворца, Старообрядческая церковь, и офисный центр с этой церковью круто уживается. Будьте на Белорусской, погуляйте там, я думаю, многие из вас там были, но если вы не из Москвы, приехав с Шереметьево на Аэроэкспрессе, задержитесь на полчасика, сходите, посмотрите Белую площадь, не пожалеете. Мы идем дальше, у нас 8 место. 8 место это кампус школы Сколково. Про Сколково нужно сделать небольшое отступление. Как мы знаем, Сколково есть две части. Есть бизнес-школа Сколково, собственно, которая сейчас вылезет из моего помощника. А есть, собственно, весь этот там научный центр, который Медведев строит, эти ученые и все остальное. Бизнес-школа — это бизнес-школа, Сколково — это Сколково. И, кстати, нужно сказать, я 2 недели назад ездил в Сколково, настоящее Сколково. И там все с точки зрения архитектуры очень-очень достойно, круто, но они строятся. Я их не стал пока включать в рейтинг, поэтому пока Сколково будет заменять, это такой запасной игрок, это у нас бизнес-школа. Автором проекта кампуса стал британский архитектор Дэвид Аджая. В основе проекта лежит картина Малевича «Супрематизм», и можно сказать, что такое современное переосмысление русского авангарда. Строительство кампуса началось в 2006 году, завершилось в 2010. Ну, собственно, с точки зрения архитектуры все понятно, огромный такой объема, где находятся там конференц-залы, проходы, улицы, фонтаны, все остальное, и наверху накиданы такие кубики, в которых располагаются там гостиницы, там номера, еще что-то, административные помещения. Здание с точки зрения архитектуры крутое, достойное, но в нашем рейтинге, не забывайте, оно будет заменять основное Сколково, которое буквально через несколько лет начнет появляться из строительных лесов, и мы сможем любоваться тем, что там построили. Там все делают очень круто. Территория там закрыта пока, но мне удалось попасть, посмотреть, поэтому верьте мне. На этом месте скоро появится много классной архитектуры, которую в Сколково делают, а пока мы крепим этот бизнес-кампус на 8 место. И следующее у нас здание, которое по проекту Спича. Спич — это у нас Чобан, Сергей Чобан, архитектор. Жилой комплекс «Аквамарин» на Озерковской набережной в Москве. Это самое, наверное, нежное, такое графичное здание, этот ритм колонн, окон, там и плитка, и все. Это нам настолько круто сделано пространство, что если вы посмотрите на фотографии, которые там внутри, вы сойдете с ума от этой красоты. Раньше я уже эту подборку 10 зданий делаю не первый раз, и до этого она выходила у меня в блоге несколько лет назад, и люди, кто ее видел, про 10 самых хороших зданий Москвы, здесь был офис Новотека. Новотек — это тот же самый Спич, на улице Удальцова находится. И отличительная вообще особенность архитектуры, которую Сергей Чобан делает, это такая деликатность, внимание к деталям, которую нужно прочувствовать, которую нужно увидеть. Я вам настоятельно рекомендую оказаться внутри комплекса «Аквамарин», поделать там фотографии и просто посмотреть на детали, на нюансы, как падает свет и как вообще архитекторы невероятно круто проработали все детали. Так что рекомендую. 9 место в нашем рейтинге. 10 место — это фабрика Станиславского. Вообще это целый квартал на Таганке, расположен на территории бывшей фабрики Алексеевых. Здесь сделали офисный центр, жилые дома, рестораны, даже театр. Это, наверное, один из лучших примеров реконструкции промышленной территории в Москве. Я помню, что тут было раньше, и вижу, как этот квартал изменился. Вот, собственно, одна из картинок, но там много зданий, их нужно смотреть. Здания отреставрированы, что-то восстановили с нуля, новые жилые дома. Они скромны, незаметны на фоне вот этой дореволюционной промышленной архитектуры, богатой промышленной архитектуры, которую сейчас уже не делают. И благоустройство такое, что когда ты окажешься внутри, ты не забываешь, что находишься в России, потому что в России так не делают. Это очень крутой проект. Делал его в свое время Сергей Гордеев, который сейчас владеет этой ПИК строительной компанией. Но вот раньше он занимался такими вещами. И проект очень крутой. Еще здесь надо сказать про Станиславский. Очень важно, помимо архитектуры, они переименовали еще и улицу. Это была малая коммунистическая улица. Ее переименовали в улицу Станиславского, что тоже немаловажно, и за что тоже большой лайк людям, кто занимался этим проектом.
Поэтому, как пример хорошей, крутой реконструкции бывшей вот промзоны в центре Москвы, фабрика Станиславского отправляется на 10 место моего рейтинга. Мы подводим вот такой вот итог. Вот такой итог. 10 лучших зданий Москвы, новых зданий, построенных в 21 веке, по моей версии. 100% вы сейчас со мной не согласны, вы сейчас со мной хотите поспорить, что-то мне сказать. Ребята, комменты для этого и нужны. Пишите в комментариях, что вы думаете. Я, может быть, сделаю на основе ваших комментариев, если вы меня убедите, если вы мне откроете глаза, сделаю, может быть, еще одну подборку. Все, всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, распространяйте мои видео, потому что только так они попадают в тренды и люди видят хороший, клевый, интересный контент. Всем пока!